Здравствуйте. Я не любитель снимать социальные видео, так же как и ролики, в которых люди делятся как будто бы своим мнением. Однако я хочу, чтобы эта запись осталась, чтобы она стала свидетелем того лицемерного бесчеловечия, которое со временем сотрут голосами конченых патриотов, отбитых путинистов и промытых единороссов. Однажды мой хороший друг сказал прекрасную фразу «Театр безопасности». Так он назвал процедуру досмотра в метро. Со временем я переиначил эту шутку «Театр цивилизации». Так бы я определил все происходящее с этим народцем. И сегодня события превосходно обнажают те швы, которые скрывает ширма системы, где она начинает расходиться, где уже не удается слепить что-то, поддерживающее миф о законе, праве и уважении. Я родился в Красноярске. Это средних размеров город в Сибири. Когда раньше до меня доходили слухи об эпидемиях, терактах и прочих проявлениях бесчеловечности в театре цивилизации, все это казалось фантастикой. Сегодня я нахожусь в Москве, и здесь вещи ощущаются под другим углом. Коронавирус, то, что они так определили, стало превосходным показателем того, как беспомощен и ничтожен человек перед гигантской алчной машиной государства. Как системе наплевать на ваше все, ваша личная неприкосновенность, ваша свобода, ваша работа, ваши законные права, ваша жизнь – это декорации, в которые хоть как-то еще пытались поддерживать веру, и сегодня по некой прихоти они стали не нужны, а вас запихали в коробки собственных квартир. Неудачный эксперимент, случайная ошибка, массовый геноцид. Мы никогда с вами не узнаем, что на самом деле произошло, но мы можем увидеть, как быстро система показала свой оскал. Земля, ресурсы, свобода высказывания. Вы так привыкли, что все это в руках государства, и это кажется нормальным. Окей. Но система – это прожорливая тварь, и теперь они решили, что им нужно отнять еще и вашу свободу жизни. Грубо и бескомпромиссно. Уже сегодня выходить на улицу становится очень похожим на преступление. Стариков унижают менты и росгвардейцы. Люди помоложе стараются избегать основных дорог, ходить дворами, там, где не часто ездит патруль. А что если они захотят взять это за правило? Вы не сможете этому помешать. Ваша личная жизнь неприкосновенна, говорили они. Чтобы вы не ушли от дома дальше, чем на 100 метров, они отслеживают ваше местоположение через GSM. А как же закон о ненарушении моей частной жизни? Не является ли это его прямым нарушением? Поверьте, им это понравится. Вскоре появятся законы, которые будут регулировать нахождение человека на улице, и выйти без чипа, скажем, вживленного под кожу, будет незаконно. Вы против? Ну, тогда им придется несколько расширить площадь тюрем. Даже если притвориться, что вся эта мыльная опера с самоизоляцией правда, кого сейчас реально штрафуют за выход из дома? Старики, если тебе больше 65 и ты далеко отошел от своего двора,
Плати государству, вычтут из твоей крохотной пенсии. Круто. Вот то, к чему вы пришли в своем цивильном, законном обществе. А по какому праву, кстати, побор? Каким образом отнятые у старика деньги помогут стране в борьбе с ужасной эпидемией? Общество, человек. Для них это мусор, рабочая сила. И не надо прикрываться громкими словами. Пустое. Они запрещают свободно передвигаться по городу, проводить массовые мероприятия, но вот весенний призыв в армию никто не отменял. Неужели в казармах коронавирус не живет? Странный народец. Они сказали сидеть по домам, но не закрыли магазины по продаже алкоголя. А вы знали, что доставщики еды сейчас на пике популярности? Да-да, их не хватает, и на работу принимают всех. Как правило, это бездомные с вокзалов. Бездомные. Берут своими руками вашу еду, которая каким-то образом прошла процесс бесконтактной доставки, и несут ее вам, чтобы вы не заболели. Хорошая шутка. Все это новый акт в большом спектакле. А еще тут вводят новую моду. Она называется социальная ответственность. Что, простите? Это говорят люди, которые отбирают у стариков пенсию, которые оставили людей голодать, которые выкорчевывают малый бизнес. Вы серьезно? Социальная ответственность? Но эта история уже мега популярна среди промытых патриотов, да и просто придурков. Забавляет их любимый аргумент. Нам плевать конкретно на тебя, мы заботимся об обществе. Сам ты можешь сдохнуть, умереть, главное позаботься о других. Ну, тогда, коль скоро вы выказываете такое пренебрежение ко мне, то я имею полное право выказывать свое пренебрежение к вам. И прямо сейчас я пойду в метро, чихну на весь вагон, чем освобожу его на ближайшие несколько станций и буду чувствовать себя комфортно. Как вам такая социальная ответственность? Причем, как правило, про нее говорят те люди, которые не в состоянии даже взять ответственность за своих собственных детей. Особое место во всей этой истории, конечно, занимает полиция. Большинство представителей власти редко отличаются высокой культурой или должными моральными ценностями, но сейчас они просто воспряли. Большой дом сказал им «фас», и у них появилась возможность оправдать неудачи своей жизни. Теперь они унижают стариков. Почитайте эти истории, да их миллионы, где представители власти издеваются над людьми. Посмотрите в эти глаза росгвардейцев, когда они пожилым, едва передвигающимся людям говорят, чтобы те немедленно пошли к себе домой умирать. Браво! Вашим родителям есть чем гордиться. И знаете, все это, конечно, интересно, забавно, поучительно наблюдать, как система опустилась в мир, но у нас тут с вами умирают люди, и вы ничего не можете с этим поделать.